С вами Арт-Патруль, друзья. И сегодня мы с вами идем знакомиться с отцом поп-арта, американцем Джимом Дайном, который в свое время подарил большую часть своей коллекции центру Жоржа Попиду в Париже. И сегодня эта коллекция приехала к нам в Москву в мультимедиа арт-музей. Погнали! Друзья, сегодня мы не просто с вами станем свидетелями открытия выставки Джима Дайна в мультимедиа арт-музее и первыми увидим коллекцию Жоржа Попиду, но также сможем пообщаться с неподражаемой Ольгой Сивовой, основательницей мультимедиа арт-музея. Ольга Ивановна, а почему именно Джим Дайн? Ну, я слежу за этим звездным художником, да, он звезда не только американского, но и французского искусства, и мирового, потому что он давно, более 40 лет, живет между Нью-Йорком и Парижем. И этот художник интересный и системообразующий. Если мы берем стили, которые появляются, и мы понимаем, что такое логика развития современного искусства, да, послевоенного, начиная с 60-х до сегодняшнего дня. Вот Джим Дайн, больше всего, чем я горжусь. Как он мне поэму и придумал, и написал на стенах. Да, он активно действует в свои 83 года в отличной спортивной форме. 83 года. Мы выставляли Джима Дайна небольшую выставку в рамках фото-биеннале, потому что Джим Дайн пользуется всеми медиа. Мы не случайно мультимедиа-музей. Это не относится к видео и новым технологиям только, потому что все, что использует художник, это медиа. Да, вот сено, которое он использовал для создания скульптуры, да, такой веселый, который мне напоминает о том, что я люблю. Меня тянет на природу. Я думаю, что всех, особенно вот воскресные дни, туда потянет. И осень. Понимаете, ну это живое, потому что... Просто за городом идет. Ну, за городом. Мое детство, когда я пряталась, да, в соломенных кучах, вот лежали кучи соломенные на полях, а мы там в детстве рыли подземные ходы рыли, потом ты приходишь, ты исчешешься, потому что у тебя это все, она везде залезла, везде поле, но все равно рыть было интересно и стоило жертв. Я познакомилась с Джимом Дайном, потому что я задала вопрос своему коллеге, директору Европейского дома фотографий. Тогда, вот сейчас его, когда он сейчас вышел на пенсию, это случилось в этом году, и у них выходили дивные каталоги месяца фотографий в Париже, и всегда была рисованная обложка. Не одна фотография выбрана из всех, а вот рисованная обложка. И там была ворона, боже, в разных видах. И было сердце Джима Дайна. Я говорю, кто тебе это делает, такие дивные обложки? Я влюбилась в Джима Дайна по обложкам. А он говорит, я сам. Месяца фотографии в Париже. Да. А мне Жан-Люк Монтеросо говорит, это делает художник Джим Дайн. Он сам. Да. Я говорю, слушай, ну я хочу знать. Вот так я познакомилась с Джимом Дайном. А Бернар Блестен знает его вообще больше 40 лет. Скажите, пожалуйста, немножко про вашу коллекцию Джима Дайна из центра Жоржа Попиду. We had already 2 or 3 works of Jim Dine, including some early pop work. У нас было 2 или 3 работы Джима Дайна, включая ранние работы. We know each other for a while, and he went to me and he said, I would like to give something to you because of my love for Paris. Он предложил эти работы из любви к Парижу. Ну, естественно, Джим Дайн, как нью-йоркский художник, как парижский художник, да, они тоже были долго дружны и знакомы. И когда сейчас Джим Дайн согласился передать центру Помпиду коллекцию работ, которую мы представляем, и мы очень гордимся, потому что Джим Дайн сказал, что ему наша выставка даже больше нравится, чем в центре Помпиду. Да, серьезно. И Бернар Блестен об этом сказал в своем интервью «Коммерсанту», то, что Джим Дайн ему донес, вернувшись из Москвы. Вот, и дико радостный. Они отбирали эту коллекцию из работ Джима Дайна так, чтобы показать разные периоды творчества Джима Дайна. А Джим Дайн интересен тем, что через него, вот просто как через зеркало, проехала вся история современного искусства, начиная с 60-х до сегодняшних дней. И он везде был пионер, везде. Здесь мы говорим о поп-арте, Джим Дайн пионер. И у нас стоят его классические, просто гениальные работы. 62-й год, 63-й год, да. Это Джим Дайн, провинциальный мальчик, провинциальный художник, потому что Цинциннати – это провинция.
приезжает в Нью-Йорк и сразу становится событием. И вместе со своим другом Клаусом Олденбургом, все, кто знают современное искусство, во всех музеях мира видят и Джима Дайна, и Олденбурга, они начинают делать перформансы, акции и создавать странные инсталляции, объекты. Вот часть из этого можно увидеть у нас. И можно было бы быть на лаврах, потому что есть стратегия художника. Если ты всю жизнь что-то повторяешь, это, знаете, это как дятел в лесу, который все время бьет в одно дупло. То это выстрелит И обязательно, ты становишься лучшим дятлом, ты становишься дятлом этой рощи. А Джим Дайн гораздо сложнее меняться. И Джим Дайн, собственно, и это еще и один резон, почему я показываю эту выставку. Потому что художник на примере своего творчества показывает, что не надо бояться меняться. Да, конечно, мы уже в детском саду в общем и целом можем составить профиль личности человека. А когда он выпускник средней школы, немногим удается пронести ценности юности. И Джим Дайн, который не боится совершенно изменить маршрут уже в 70-е годы от того, как его узнавали, потому что он в этот момент на рынках, на музейных выставках, он известен. Но Джим Дайн был при этом и остается философом-поэтом. Его тянуло к европейской культуре, несмотря на то, что Джим Дайн своим искусством вот в начале самых 60-х он в какой-то степени предвосхитил это поколение 60-х, революцию 68-го, молодежное движение хиппи, движение битников, он даже был чуть-чуть раньше. Но как человек, которого еще интересовала литература, которого всегда интересовала европейская культура, и мы это видим на этой выставке, потому что он обыгрывает фон, формы древнегреческой скульптуры, романской скульптуры, ему интересна история искусства, он с ней все время в диалоге. Он не случайно начинает свою жизнь делить между Парижем и Нью-Йорком, что неудобно с точки зрения переезда, что бьет по его карьере, потому что опыт знает, что если ты засветился серьезно в Нью-Йорке, Франция тебя представит, а если ты хочешь, чтобы французского художника представили в Нью-Йорке, то лучше, чтобы он уже был засвечен, или, я не знаю, ты, например, немецкий художник, ты должен засветиться в Париже. Мир устроен сложно, и Джим Дайн совсем не дурак, и при этом он рискует. Он выбирает это существование на поле и европейской культуре, которая, конечно же, так глубоко, как имплантирована, корнями уходит французская культура, можно говорить только об Италии, с ее сокровищностями античности. Он выбирает это существование между, рискованно для карьеры, и он не боится делать вот такие виражи. И он уже в 70-е годы обращается к живописи. И это абстрактный импрессионизм, это фигуратив, который появится позже. И по сути дела, когда он объединяет все медиа и все подходы, он становится предвестником постмодерна. Когда действительно, если мы говорим о 80-х годах, то в этот момент культура, она в какой-то степени ходит по кругу, в какой-то степени. А в какой-то степени культуре бывает нужно, как человеку. Знаете, говорят, за рамки, да? Нет, бывает нужно время оглядеться и понять, где мы находимся. И если 60-е это время революции, то 80-е это время какого-то культурного такого виража, где культура пытается посмотреться в зеркало тому, что уже сделано. Да, мы можем говорить, что нету вектора движения, заброшенного Родченко, русским авангардом, русским модернизмом, мировым модернизмом. Но зато после 60-х, после этих бесконечных революций в искусство хочет оглядеться, и мы говорим о стиле в архитектуре, который в какой-то степени эклектика. Но это не эклектика, это рефлексия над тем, что уже было в культуре, но на новом уровне. И Джим Дайн становится здесь тоже пионером. И Джим Дайн и движется до сегодняшнего дня, развивая. Он, конечно, выберет какие-то доминанты, которые у него будут повторяться. Если мы говорим о сердце, мы его видим в другом зале, и сердце возникает у него как символ. Сердце постоянно у него. Я обожаю сердце Джима Дайна и его птичек.
Вот, и Оно вот большое. Анастас говорит, Ольга Львовна, оно вот большое у имени него сердце? своей- Джима Дайна? У Джима Дайна большое сердце. Оно, по крайней мере, горячее, понимаете? Оно реально бьется в каком-то... Оно все-таки созвучно ритму времени и одновременно бьется сугубо индивидуально. Это все-таки путь одиночки, как и бывает всегда художник, ну, как бы, который слышит музыку сверху, вокруг. И то, что он сердце поставит там с пилой, да, вот вообще мотив инструментов, мотив личного усилия. Потому что искусство, начиная с концептуализма, да, оно иногда работает только с текстами, да, и какой-то иллюстрацией текстов. То есть текст начинает вытеснять. Текст начинает вытеснять, да. Текст начинает вытеснять. А Джим Дайн слышит все. Концепция. Он слышит наступление минимализма. И мы видим эту его гениальную работу «Козлы», на которой растянуто, да, живописное полотно, которое явно еще не сложилось. Но мы уже можем увидеть там и минимализм с точки зрения стиля, и возвращение к живописи, и в то же время это, конечно же, инсталляция. И это часть оставленного нам свободным для входа каждого перформанса. Потому что каждый раз в этой инсталляции, на этом подиуме, он, да, создает атмосферу вот этой живой мастерской, где произведение находится в процессе. И для него это очень важно. Он не боится впустить зрителя в свою творческую лабораторию. И нам кажется, что художник только что вышел, что идет работа. И это очень важно. Потому Как что, будто в процессе создания, да? то есть это работа, которая тебя погружает и приглашает в процесс Становишься работы. частью. Ты становишься частью процесса. Да. Ты пришел, да, вот это вот. Я очень люблю приходить к гости, когда хозяйка еще не накрыла стол, а когда она на кухне там посуду Что-то, моет, да, что-то режет, да, приготавливает. приготавливает. Ты как бы участвуешь в процессе. Это очень важно, вот как у кого кухня Ты выглядит. сразу чувствуешь, что ты дома, что Да. это Тебя домашний. приглашают, не боясь. Да, И да, это да. сердце открытое. Потому что, да, Ты уже пила, расслаблен. потому что это мотив рабочего усилия. Художник режет, пилит, да, вырубает, рисует, поэтому его инструменты Да, Джим Дайн вообще пронизывают. инструменты любит использовать. Он любит инструменты, Вообще всяческие потому что отвертки, он показывает, пилы. ребята, я вырос от земли, потому что топор, пила, да, То, что он в сверло и детстве, так да, далее. вот. Это то, чем он в детстве жил в своем Здесь Цинциннати. Агая, правильно? Штат Агая? Да, это штат Всё, Огайо. да. И вот там вот он, Да. ну я понял. Он от земли Санитарий. вышел, вот вам сено. Он бегал там с Понимаете? ребятами, да. Он не просто бегал с ребятами, он как бы учился этому, потому что, извините, дети, да, там, где мы на земле растим детей, они к труду привыкают, не так, как у нас. Одну школу закончил, потом второй институт, потом третий институт, потом аспирантура, и до середины жизни ты учишься. Нет, там люди погружаются. Да, и, собственно, он показывает нам, ребята, я художник, но я работаю. Вот этот факт работы, этот факт личного усилия, то, что художник не боится нас пригласить, да, в процесс, собственно, сотворчества. И здесь, предлагая нам это дивное сердце. Это сердце мы его видим на его чудной картине, которую я обожаю. Мне даже частично помогла, чтобы эта работа вошла. Помпиду говорит: Джим, а птицы, а сердце? Я, нет, она честно, работа дивная, я вообще покажу. Да, очень автобиографичен. Он выбирает себе альтер-эго. Да, у него есть герой. И, конечно, с одной стороны птица, с другой стороны, вот так, кстати, там почти иконостас, да, вот там птица, это он практически он в форме ворона. А вы понимаете, что вот вы спросите американских художников, что означает ворон, как птица с мифологическим огромным хвостом, который есть в поэзии, в истории литературы, в истории там, мифологии. А я не уверена, что все вам скажут. Вы же помните, Never More, да, это не все помнят. Джим Дайн, погруженный в литературу, в философию одновременно, да, вот на земле, где есть сено, где есть сельскохозяйственный ритм, где есть предметы, да, которыми надо приложить усилия, чтобы они стали произведением искусства, который способен на метафору, как поэт, но который говорит: ребята, это труд, вот мой процесс, да, и вы к нему тоже должны быть готовы.
Когда мы смотрим на эту веселую, такую замечательную руку, мы понимаем, класс, это просто красивая форма, скульптурная. Ну, посмотрите, она зажигательная, она мне нравится, она меня притягивает. Она прям-таки гипноз. А с другой стороны, это рука, которая выражает ту самую поп-культуру, которую Джим Дайн, который входит в 60-е годы как один из лидеров поп-арта. Его же даже отцом поп-арта его называют. Ну, в какой-то степени даже и отцом. Он все-таки нам показывает, что живя в мире вот этого серийного массового производства, где вот эти наши отпечатки пальцев сегодня научились на биометрические паспорта ставить, понимаете, вот это мы индивидуальны, а вот здесь мы коллективны. Мы в этих веселых упаковках, массовой культуры, которая выпускается серийным тиражом. И людям тоже проще быть как все. Друзья, у Арт Патруль уже есть выпуск из мультимедиа арт-музея про американского стрит-артиста Алика Монополиста. Вы можете посмотреть его здесь, переходя по ссылке. Как мне мама в детстве говорила, когда я плакала, потому что она меня одевала как-то так, что это было не похоже на других детей. Да. И в этом была логика, кстати, функциональная, потому что, знаете, раньше, когда я в школе была, там были такие хлопчатобумажные чулочки до сих пор. Дальше шла голая нога, холодно, с резинками, а дальше боевые штаны. Это было некрасиво, но главное, что это было неудобно, зимой холодно, понимаете. И мама шила из чулок колготы. Довольно большая работа, потому что надо было одни чулки оставить, другие отставить, другие порезать. Да, это... Мама шила плохо, но старательно, поэтому она все-таки приходила к результату. И она их красила, чтобы шовчики были не видны. Я девочка 8 лет, а это вот страшно сказать, это там какой-то 62-й год. Я ходила в школу вот в этих колготах, красных, зеленых, синих, краску, которую мама могла найти. И я помню, как учительница, меня выбрали санитаром звездочки. Вы понимаете, дети сидят по два на партах, и 3 ряда. И вот как бы звездочка — это половина ряда. И я санитар могла бы быть. У меня была бы сумка белая с красным крестом, и я бы проверяла утром чистоту рук. Миссия. Я уже возрадовалась. И демократия. Да, меня выбрали. А училка меня поставила на стол, задрала мою юбку и говорит, как вы такое можете выбирать? Вот. И я поняла, что вообще эти колготы — это ужасно. Прихожу к маме, рыдаю. Нет, тогда понимаю, ребенок вообще, пришел рыдающий, лишился сумки. Демократические выборы были нарушены. Мою первую, вторую, моей второй. В той стране. У меня первая была очень хорошая учительница, а вторая была плохая. Потом мне дико повезло, потому что в 3 классе, благодаря Ольге Сергеевне, которая до меня довела того, что я ходила в школу, ставила портфель, но в класс не заходила. И так продолжалось больше месяца. И тогда мои родители поняли, что надо что-то делать. Я уроки выполняла. Мне друзья говорили, я выполняла. Все, но я в класс не заходила. Это был протест. И так я к тому, что я пришла домой, заплакала. Мама, я не похожа на других, меня не выбрали санитаром, я другая. Что ты делаешь со мной? Ты как меня наряжаешь? Я выделяюсь. А мама мне сказала, это здорово, слушай, нет, она не сказала это здорово, она сказала, быть другим, это вообще, это нелегко, но ты потерпи, это правильно. Я училась иногда с слезами, это иногда очень неудобно. Проще, всем пить одни и те же, Точно. бутылочки с томатным супом. И Джим Дайн нам показывает, как тяжело на самом деле быть художником, и, собственно, открывает нам двери в свою мастерскую. И мы на примере работ Джима Дайна, мы от 60-х до 2000-х проходим, в общем, очень индивидуального художника, который каждый раз не похож на себя и не боится меняться. Мы проходим путь развития современного искусства. Последний момент. Это вам. Мои любимые цветы. Я вам могу сказать, что вот мой муж, с которым я счастливейшим образом с Ильей Мараном прожила 23 года, каждый раз, когда мы встречались, каждый день, когда мы были вместе, даже если мы жили в 2
в разных городах. Он каждый раз дарил мне цветы, и это были цветы, которые он чаще всего покупал. Вы Так что шутите? вы попали. Вы Нет, шутите? нет, потому что по букету, который дарил, Это правда? да, потому что я пришел... все про нас говорит. понимаете? Знаешь, я просто встал, Да, да, мои любимые. Я просто вот смотрел и остановился на них. Я На моих посчитал, что любимых. они такие выдержанные. Да? А вы говорите, что... Юр, я вам скажу, вот потому как вообще все про нас говорит. невероятно вообще. Все. Тембр нашего голоса, наши движения, наша одежда, мы все, наш дом, да, все. Музей, Да. директор тоже, рыба тухнет с головы, говорила мне, учительница географии, и мне это не нравилось. Сегодня я понимаю, что она даже в чем-то была права. Но потому как люди выбирают букет, можно очень много сказать. Можно бездумно купить самый большой, да, самую большую вязанку роз. А можно подумать, вы выбрали мне мои любимые, изящные, долгостоящие, да, Это мои очень цветы. приятно. У меня Спасибо. такое ощущение, что мне подарили цветы сейчас. Друзья, вот так вот на фоне халата Джима Дайна, его халата, вещи, к которым он относился с большой интимностью, мы заканчиваем наше приключение по мультимедиа арт-музею. У вас будет возможность посетить выставку этого блестящего американского художника до 11 ноября. Не упустите эту возможность. 3 этажа потрясающего искусства. Любите искусство, подписывайтесь на Арт Патруль и будьте счастливы.